Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, яркие и интересные слитки. Данные слитки вяжутся очень просто, но при этом смотрятся красиво и интересно. По бокам у нас здесь идут две регланные линии, вот такие вот красивые ажурные. Мысок вот у нас связан резинкой 2 на 2. Все остальное, то есть получается подъем и подошва, у нас связаны платочной вязкой. Для вязания данных слитков вы можете использовать абсолютно любое количество цветов. Подошва у данных слитков идет цельно вязаная, здесь не будет никаких швов вот именно на подошве. В конце мы только с вами сошьем заднюю часть наших слитков. Все остальное у нас вяжется абсолютно цельным и единым полотном. В мастер-классе эти слитки я буду вязать на размер ноги 37-39. Но в процессе вязания я вам буду объяснять, за счет каких деталей данные слитки можно связать будет на больший или меньший размер ноги. Данные слитки в мастер-классе я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет по составу 49% шерсти, 51% акрила, и метраж у данной пряжи будет вот идти на 100 грамм 240 метров. Также для вязания нам понадобятся спицы. Я буду использовать круговые спицы. Длину я взяла от кончика до кончика 60 сантиметров, но вы можете взять абсолютно любую длину. Самое главное, чтобы вам вязать было удобно и комфортно. Далее еще нам понадобятся 2 чулочные спицы, на которых мы будем вывязывать вот этот наш мысок. Диаметр спиц я взяла 3 миллиметра. Для вязания данных слитков вот я рекомендую взять спицы 3 или 3,5 миллиметра. Если разобраться с принципом вязания данных слитков, то смотрите, сейчас вначале мы с вами свяжем вот эту резинку 2 на 2 и сразу здесь начнем вывязывать вот эту нашу ажурную линию, которая потом будет являться регланной линией. После резинки как раз таки этой мы с вами приступим к вывязыванию вот этой регланной линии. Далее мы продолжим вязать мысок, сделаем вот здесь немножечко закругление нашего мыска, свяжем подъем, подошву и в конце сошьем вот эту заднюю часть слитков, после чего слитки наши с вами будут готовы. Вяжутся на самом деле они очень просто, и сейчас вместе с вами пошагово мы разберемся с вязанием каждой детали. В процессе вязания я буду измерять каждую деталь в сантиметрах для того, чтобы вы как раз таки смогли связать данные слитки абсолютно на любой размер ноги. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На круговую спицу диаметр 3 мм обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я сейчас набираю 44 петли. Скажу сразу, что если, к примеру, у вас нога полная или вам нужны слитки на размер ноги больше 40-го, то я сейчас тогда рекомендую набрать не 44 петли, а 48 петель. На спице я набрала 44 петли, и сейчас мы с вами будем приступать к вязанию первого подготовительного изнаночного ряда. То есть вот этот ряд, который мы сейчас с вами будем провязывать, будет являться изнаночным рядом. Также я сейчас рекомендую подготовить 2 маркера или вот как в моем случае 2 ниточки контрастного цвета, так как этими маркерами мы сейчас отметим наши ажурные линии, чтобы мы не забыли делать в этих ажурных линиях перекрещивание. Поэтому я сейчас вяжу первый подготовительный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Смотрите, если вы набирали также 44 петли, как и я, то сейчас после кромочной следующих 2 петли я рекомендую провязать как 2 изнаночных петли. И если вы набирали 48 петель, то я рекомендую после кромочной вот этих 2 первых петли провязать лицевых. То есть мы сейчас будем провязывать резинку 2 на 2, просто я после кромочной сейчас начинаю вязать 2 изнаночных, далее 2 лицевых и снова 2 изнаночных, 2 лицевых. Таким образом провязываем этот ряд до конца.
Вот, провязывая 2 лицевых и 2 изнаночных петли. То есть мы сейчас вяжем с вами резинку 2 на 2. Последнюю петлю в конце ряда, это наша кромочная петля, я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю, получается, на лицевую сторону. И сейчас мы с вами будем приступать к вязанию второго лицевого ряда. Сейчас мы с вами должны будем как раз таки вот этими нашими маркерами обозначить 10 центральных петель. То есть мы сейчас берем общее количество петель, вот в моем случае 44, минус 10 это сейчас петли центральной части, и оставшиеся вот получается 34 петли мы делим на 2 боковые части, и это у меня получается 17 и 17 петель. Поэтому сейчас при провязывании второго ряда я подсчитываю эти петли. То есть вот первая кромочная, и дальше все петли мы провязываем по рисунку, то есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. То есть вот первая, дальше вот вторая лицевая, третья лицевая, четвертая изнаночная, пятая изнаночная, шестая лицевая, седьмая лицевая, восьмая изнаночная, девятая изнаночная. Вот 15, 16, 17. После того, как я провязала 17 петель, вот далее вот я беру нить контрастного цвета и вот сюда ее вешаю. У следующих 2 лицевых петель мы сейчас должны сделать перекрещивание. То есть мы перекрещивание будем делать в каждом лицевом ряду, вот именно в этой нашей линии. То есть я беру правую спицу, завожу вот первая петля и вторая сзади, завожу вот за вторую вот эту петлю, и эту петлю вот таким образом провязываю вот лицевой. Далее левую спицу я полностью вынимаю из этих петель и вот подхватываю вот эту нашу первую петельку. То есть я сделала перекрещивание, видите, то есть первая вот эта наша петля ушла вот в левую сторону перед работой, и дальше провязываю вот эту нашу петлю лицевой петлей. То есть вот мы сделали перекрещивание. То есть вторая петля у нас ушла за работой вперед, а передняя наша петля ушла перед работой вот сзади. То есть является сейчас второй петлей. Дальше мы с вами провязываем. То есть это вот раз, два. Дальше вот 3 изнаночная, 4 изнаночная, 5 лицевая, 6 лицевая, 7 изнаночная, 8 изнаночная, и дальше опять у нас будет идти наша регланная линия. Делаем перекрещивание мы всегда одинаково. То есть правую спицу я вот за работой провязываю вот сначала вот эту нашу вторую петлю лицевой петлей, спицу снимаю с этих 2 петелек и подхватываю вот эту нашу первую петлю. И теперь ее я провязываю также лицевой петлей. И опять беру нить контрастного цвета и вешаю сюда. Вот эти наши петли, у нас здесь должно остаться в моем случае 17 петель, мы провязываем их все по рисунку. То есть мы вяжем вот 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Последнюю петлю в конце ряда я также провязала изнаночной петлей. И теперь смотрите, если мы посмотрим на наше вязание, то есть у нас получается вот одна боковая часть 17 петель, вторая боковая часть 17 петель. Здесь и здесь мы просто вяжем резинку 2 на 2. Далее у нас идет наша центральная часть. Вот 10 центральных петель. То есть получается вот эта наша центральная часть будет состоять из вот 2 петель, где в каждом лицевом ряду мы будем делать перекрещивание вот здесь и вот здесь. А вот эти наши центральные петли, то есть 2 изнаночных, 2 лицевых и 2 изнаночных, сейчас мы также провязываем их просто по рисунку. То есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. То есть смотрите, сейчас мы вязание перевернули на изнаночную сторону. И когда мы сейчас будем вязать вот именно участок с нашей резинкой, мы все наши изнаночные ряды будем провязывать вот обычную резинку 2 на 2. То есть вот на кромочную петлю снимаем и дальше вяжем все петли по рисунку в изнаночном ряду. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых.
маркер я перебрасываю с левой спицы на правую, то есть вот 2 лицевых. Дальше вот эти наши перекрещивания, которые мы делаем в лицевых рядах, здесь у нас как раз получается мы вяжем все ровно по рисунку. То есть мы их провязываем, вот эту дорожку, как 2 изнаночных петли в изнаночном ряду. Дальше вот 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Вот наше следующее перекрещивание, которое мы делаем в лицевом ряду. Здесь все вяжем вот ровненько по рисунку. 2 изнаночных, маркер перебрасываем и дальше продолжаем вязать этот ряд до конца. Вязание я перевернула на лицевую сторону и вяжем лицевой ряд. То есть вяжем все петли вот по рисунку. То есть вяжем резинку 2 на 2, единственное в лицевом ряду. Там, где у нас идут вот эти наши маркеры, где мы обозначали наши перекрещивания, мы их в лицевом ряду обязательно должны делать и не забывать. То есть вот довязала до маркера, маркер перебрасываю, получается, с левой спицы на правую, и вот идет наша дорожка, где мы сейчас будем делать перекрещивание. То есть я правую спицу вот за работой завожу вот за вторую петлю и провязываю эту петлю вот лицевой петлей за заднюю стенку. Вот. Спицу аккуратно вынимаю из этих двух петель левую и подхватываю перед работой нашу первую петельку. И эту петлю я также провязываю лицевой. Вот мы сделали перекрещивание также вот в левую сторону. Дальше у нас идет 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных и снова делаем перекрещивание, то есть перед нашим маркером. То есть вот наши эти регланные линии сейчас будут четко видны. То есть вот завожу правую спицу назад за вторую петлю и эту петлю провязываю вот лицевой, левую спицу вынимаю и подхватываю перед работой первую петельку, вот эту. Далее эту петлю я провязываю лицевой, маркер перебрасываю на правую спицу и дальше продолжаю вязать резинку 2 на 2. Изнаночные наши ряды мы просто вяжем резинку 2 на 2, никаких перекрещиваний в изнаночных рядах мы делать не будем. То есть таким образом эту резинку вы можете вязать абсолютно на любую высоту. То есть если вы хотите, чтобы данные следки были у вас на ножке повыше, то соответственно и эту резинку вы сейчас можете провязать большее количество рядов. То есть вот мы с вами сделали сейчас в лицевом ряду 2 перекрещивания. Вот они четко, эти петли видны, то есть идут справа налево, раз и 2. Я сейчас провяжу резинку так, чтобы у меня этих перекрещиваний было 7. Сейчас я провяжу этот участок и измерю резинку в сантиметрах. Итак, вот я провязала всю высоту резинки, то есть, как я сказала, я сделала, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 перекрещиваний вот в этих наших ажурных центральных линиях, которые сейчас будут являться регланной линией. Так, и если в сантиметрах, то высота резинки у меня сейчас получается вот ровно 6 сантиметров. И сейчас, если посмотреть на наш следок, вот мы провязали вот этот участок. Дальше вот это наше перекрещивание мы будем продолжать делать в каждом лицевом ряду. Только сейчас получается вот эту боковую часть вот с одной и с другой стороны мы будем вязать платочной вязкой, а вот здесь наш мысок мы будем вязать резинкой 2 на 2. За счет вот этих наших ажурных прибавок у нас будет идти вот расширение мыска, ну и соответственно расширение вот этих наших боковых частей. То есть здесь мы вяжем вот именно резинку 2 на 2. Поэтому после того, как мы с вами провязали резинку, мы сразу приступаем к вязанию вот как раз таки вот этих наших ажурных регланных линий, которые вот дадут нам расширение. То есть первую кромочную петлю я снимаю, и дальше, как я сказала, все наши петли боковых частей с одной и со второй стороны мы будем вязать платочной вязкой. Платочная вязка — это значит и в лицевом, и в изнаночном ряду мы все петли провязываем лицевыми. То есть вот сейчас я вяжу 17 петель, провязывая их лицевыми. Это петли первой боковой части. Так мы вяжем до маркера. То есть вот я провязала лицевыми петлями вот боковую нашу первую часть до вот маркера, и теперь мы должны сделать прибавку. Прибавки мы будем делать с помощью накидов. То есть я беру нить, набрасываю на правую спицу вот от себя, пальчиком придерживаю вот этот наш накид. Контрастную нить я перебрасываю также с левой спицы на правую. И теперь мы должны сделать в лицевом ряду опять перекрещивание в нашей регланной линии. То есть точно таким же образом правую спицу завожу назад за вторую петлю и провязываю эту петлю вот лицевой.
Снимаю эти петли с левой спицы, подхватываю петельку, провязываю ее также вот лицевой, то есть с наклоном в левую сторону. Дальше, после того, как мы провязали регланную линию, мы снова должны сделать один накид. Вот набрасываем рабочую нить от себя и дальше продолжаем вязать резинку 2 на 2. Вот это петли нашей центральной части до следующей нашей регланной линии. То есть опять вот идет следующая регланная линия, делаем накид, то есть перед регланной линией. В регланной линии вот этой мы делаем сейчас перекрещивание в лицевом ряду. То есть так. И тоже лицевая. Далее маркер перебрасываю с левой спицы вот на правую. И после маркера снова делаю вот накид. То есть наши накиды мы будем делать также в каждом лицевом ряду до и после вот этой нашей ажурной регланной линии. То есть накид сделали и дальше все петли. То есть получается 17 петель. Это петли второй боковой части. Мы их провязываем все лицевыми. Все наши последние кромочные петли в конце ряда я провязывать буду вот изнаночной петлей и вязание переворачиваю, получается, на изнаночную сторону. С изнаночной стороны петли наших боковых частей мы провязываем просто лицевыми. То есть так мы вяжем лицевые петли до нашего маркера. Вот идет наш накид. Накид я буду провязывать вот где мы вяжем нашу боковую часть лицевой петлей за длинную стеночку. То есть вот за длинную стеночку так, чтобы образовывалась дырочка. Маркер перебрасываю. Далее после маркера у нас идет вот эта наша ажурная линия. Мы эти две петли провязываем вот 2 изнаночных. И теперь смотрите, когда мы будем вязать изнаночный ряд, вот и именно петли центральной части, здесь нам нужно провязывать сейчас их внимательно, так как ажурные вот эти наши, ну или вот эти наши линии, где мы делаем перекрещивание, в изнаночном ряду мы всегда их вяжем изнаночными. А вот как раз таки накиды нам нужно провязывать так, чтобы они у нас ровно вписались в наш узор, то есть в наш узор резинки 2 на 2. Соответственно, после вот маркера я провязала 2 изнаночных петли, это вот наша линия, где мы делаем перекрещивание, и далее идет наш вот этот вот накид. Сейчас смотрите, у нас идет вот 2 изнаночных, накид, 2 лицевых. Лицевые, соответственно, мы вяжем лицевыми, поэтому чтобы ровно войти в наш узор резинки 2 на 2, этот накид вот именно здесь я провязываю за длинную стеночку изнаночной петлей. То есть, чтобы у нас потом шло опять вот 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных и так далее. То есть здесь у меня получилось 2 изнаночных, изнаночные я провязываю накид и дальше вяжу вот 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых и опять наш накид. Его мы провязываем изнаночной петлей. И вот наша линия, где мы делаем перекрещивание в изнаночном ряду. Мы ее провязываем изнаночными петлями. Маркер я перебросила с левой спицы на правую, и дальше идут петли второй боковой части. Эти петли мы провязываем все лицевыми, поэтому наш накид здесь я провязываю за длинную стенку лицевой петлей, так чтобы образовалась дырочка, и мы сейчас вяжем здесь нашу платочную вязку. Последнюю петлю я провязала изнаночное вязание, перевернула на лицевую сторону, и с лицевой стороны вот здесь и вот здесь у нас получилась первая платочная дорожка. Далее мы также продолжаем делать вот прибавление и перекрещивание вот вдоль нашей этой регланной линии. Давайте еще раз мы с вами провяжем. То есть вот первую кромочную петлю я снимаю. Далее вот петли боковой части я все провязываю лицевыми до маркера. Вот лицевая, и вот идет наш маркер. Сейчас в лицевом ряду мы делаем накид, маркер перебрасываю с левой спицы на правую. В нашей этой линии мы делаем перекрещивание, то есть так как мы делали и при вязании резинки. После того как мы сделали перекрещивание, мы снова делаем накид и дальше вяжем петли по рисунку. То есть у нас получается вот 1 лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, и после одной провязанной лицевой петли мы снова перед вот этими 2 петлями, вот где мы делаем перекрещивание, должны сделать накид. Делаем, то есть накид, после чего делаем перекрещивание в нашей вот этой регланной линии. Маркер перебрасываю с левой спицы на правую, делаю снова накид, и все остальные петли до конца этого ряда, это петли второй боковой части, я провязываю лицевыми.
Вязание вот я перевернула на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны вот петли боковой нашей вот этой первой части провязываем все лицевыми до маркера. То есть вот я довязала до маркера, и здесь у меня остался еще накид. И значит, еще раз, когда мы вяжем петли боковой части, наши накиды мы вот здесь провязываем лицевой петлей, так как петли боковых частей мы провязываем вот все лицевыми, то есть чтобы у нас образовывались платочные дорожки. Далее в изнаночном ряду вот опять маркер перебрасываю с левой спицы на правую, и дальше идет наша вот эта линия, где мы делаем перекрещивание. В изнаночном ряду эту линию мы провязываем изнаночными петлями, и вот идет наш накид. Теперь опять мы должны посмотреть, каким образом мы должны провязать этот накид. То есть вот у нас идет 2 лицевых петли, изнаночная, и соответственно этот накид здесь мы также должны провязать изнаночной петлей, чтобы у нас сохранялась резинка 2 на 2, то есть относительно вот этих наших линий перекрещивания. То есть линию перекрещивания провязали, а дальше смотрим, как нам нужно провязать наши накиды так, чтобы вот здесь в центре у нас шла вот именно ровно резинка 2 на 2. Поэтому здесь этот накид я провязываю вот изнаночной петлей. Следующая еще одна изнаночная петля, это предыдущий наш накид. И вот далее вяжем вот опять 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. И вот опять мы должны провязать 2 изнаночных петли. Изнаночная. И наш накид здесь мы также провязываем изнаночной петлей. Далее у нас идет наша линия, где мы делаем перекрещивание. Ее мы также провязываем изнаночными петлями. Маркер наш перебрасываем. И дальше все петли, включая вот этот наш накид, это петли второй боковой части, мы провязываем лицевыми. Вязание я перевернула на лицевую сторону, и опять с лицевой стороны, вот до и после нашей регланной линии мы должны сделать наши прибавления вот здесь и вот здесь. То есть смотрите, сейчас таким образом мы будем провязывать вот этот наш участок до тех пор, пока вот здесь, то есть от одной регланной линии, то есть ее мы сейчас в расчет не берем, до второй регланной линии, вот она у нас идет, ее мы также в расчет не берем, то есть вот эта линия, где мы делаем перекрещивание здесь и здесь, вот отсюда до сюда, вот это наша центральная часть, это те петли, из которых мы будем дальше вывязывать наш мысок, и я буду делать прибавление в каждом лицевом ряду до тех пор, пока в итоге вот здесь у меня не получится 18 петель. Сейчас у меня этих петель вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. При этом мы здесь должны провязывать вот резинку 2 на 2. Итак, вот я провязала вот этот участок у наших слитков, сделала вот в каждом лицевом ряду вот прибавление петель, и вдоль нашей вот этой линии, где мы делали перекрещивание, у нас получился вот такой вот ажур. Значит, как я говорила, у меня сейчас моя центральная часть, то есть от линии, где мы делали перекрещивание, и до линии, где мы делали перекрещивание, то есть вот этот участок у меня сейчас состоит из 18 петель. Далее 2 петли здесь и здесь, это вот наша линия, где мы делали перекрещивание, и вот эти наши боковые части здесь и здесь состоят из 23 петель. Теперь мы с вами будем продолжать вязать наш мысок вот здесь резинкой 2 на 2. Но сейчас давайте измерим вот эту нашу деталь в сантиметрах. И смотрите, да, вот здесь у меня провязано вот 6 платочных дорожек после резинки. И высота, ну давайте измерим вот здесь сбоку, вот 9 получается сантиметров тут, ну и соответственно 9 сантиметров тут. И вот здесь у нас получается, вот так она вот лежит, что почти 10 сантиметров. Далее я беру вязание лицевой стороной вверх, и теперь петли нашей первой боковой части, и вот эти 2 петли, где мы делали перекрещивание, мы сейчас просто снимаем, не провязывая вот с левой спицы на правую. То есть вот я их просто переснимаю. Это петли боковой нашей первой части. Вот здесь маркер этот мы можем уже убрать, он нам уже не нужен. И вот эти 2 петли я также снимаю вот с левой спицы на правую. То есть вот эта наша линия реглана будет относиться к боковой теперь части. Дальше у нас идут 18 петель, это
петли мыска. Дальше я возьму чулочную спицу 3 миллиметра и петли центральной части я сейчас просто пересниму на эту чулочную спицу. И здесь смотрите, у нас получается 18 петель, это вот центральная наша часть. Дальше у нас идут петли боковой части и маркер. Давайте сейчас этот маркер мы тоже здесь уберем, то есть 2 петли я пересниму, маркер уберу и 2 петли верну обратно. То есть вот петли одной боковой части, второй боковой части, то есть по 25 петель и 18 петель это вот петли нашего мыска. И вот здесь вот, где мы закончили вязание наше, ниточку от моточка мы можем уже обрезать. Единственное, этот кончик обрезаем с тем учетом, чтобы нам хватило в конце этого кончика сшить заднюю часть нашего слитка. Далее вот я вязание держу лицевой стороной вверх, беру ниточку от моточка, никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто кончик прикладываю к краю, беру вторую чулочную спицу и сейчас я все петли провязываю вот по рисунку. То есть первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет присоединение нити, и дальше у нас получается вот лицевая, 2 петли изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, лицевая. И вот здесь эта наша петля сейчас будет являться кромочной петлей, поэтому я ее здесь провязываю вот изнаночной петлей и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы первую кромочную петлю просто снимаем и дальше все петли провязываем по рисунку, то есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. То есть я сейчас буду провязывать вот этот мой мысок резинкой 2 на 2. Первую кромочную петлю мы просто снимаем, не провязывая. Последнюю петлю в конце ряда мы провязываем изнаночной петлей, все остальные петли провязываем по рисунку. Итак, я провяжу сейчас вот этот мой мысок 24 ряда. То есть вот вязание я перевернула на лицевую сторону, и мы с вами, получается, уже провязали 2 ряда. То есть смотрите, сейчас за счет длины вот этого мыска вы сможете отрегулировать размер ваших слитков. То есть если, к примеру, данные слитки вам нужны на больший размер ноги, то и этот мысок вы должны сейчас будете провязать там на несколько рядов больше, нежели я провязываю в мастер-классе. Если данные слитки вам нужны на меньший размер ноги, то и этот мысок вы должны провязать, ну скажем так, соответственно, на несколько рядов меньше, нежели я буду провязывать в мастер-классе. Поэтому я сейчас провяжу самостоятельно, провязывая все петли по рисунку, всего вот 24 ряда. Далее я подключусь и измерю вот эту мою деталь в сантиметрах. Итак, вот я провязала мысок. Как я сказала, я провязала 24 ряда. Здесь, смотрите, нитку от мотка я уже обрезала. Это не вся высота мыска. То есть мы сейчас наш мысок будем немножечко закруглять, но закругление мыска я буду делать нитью контрастного цвета. Поэтому если вы вяжете слитки однотонными или хотите, чтобы весь мысок у вас был вот как раз таки ниткой нашего основного цвета провязан, то вы нитку не обрываете. И давайте измерим высоту мыска. Ну вот здесь, смотрите, вот тот участок, где я присоединяла нашу ниточку. Так, ровно все разлаживаем, и у нас получается вот сейчас высота мыска, ну вот где-то 9,5 сантиметров. Далее я беру нить контрастного цвета. Вот вязание я держу лицевой стороной вверх. Никаких закрепляющих узелков здесь я также не делаю, просто кончик прикладываю к краю. Первую кромочную петлю я сейчас провязываю лицевой, так как у нас идет присоединение вот нити. И сейчас, как я сказала, мы будем закруглять мысок. То есть в лицевом ряду после кромочной мы сейчас первую и вторую петлю провязываем 2 вместе лицевой петлей. Далее сейчас вот этот участок мыска я буду вязать платочной вязкой. То есть и лицевые, и изнаночные петли я буду провязывать лицевыми. То есть дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми, не довязывая вот как раз таки 3 петель последних. В конце ряда вот у меня осталось 3 петли. Сейчас также первую и вторую петлю я провяжу вот 2 вместе лицевой петлей. И вот эту последнюю петлю я провяжу изнаночной. Это наша кромочная петля. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны первую кромочную я снимаю. И все остальные петли до конца этого ряда я провязываю просто лицевыми. Последнюю петлю кромочную я провяжу изнаночной петлей.
Вязание я перевернула на лицевую сторону, и здесь у нас провязана уже одна платочная дорожка, и мы убавили 2 петли. Далее у нас опять вязание наше повторяется. То есть первую кромочную петлю я снимаю. Далее после кромочной в начале ряда первую и вторую петлю я провязываю вот 2 вместе лицевой петлей. И опять вяжу в лицевом ряду тоже все петли лицевыми, не довязывая 3 петель. Когда останется у нас в конце лицевого ряда 3 петли, здесь также первую и вторую петлю я сейчас провяжу вот 2 вместе лицевой петлей. Последнюю петлю я провяжу изнаночной, вязание переворачиваем на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны мы все петли провязываем лицевыми. То есть сейчас таким образом мы будем продолжать вязать наш мысок вот платочной вязкой, делая убавление петель в каждом лицевом ряду, в начале и в конце ряда. Все изнаночные ряды мы провязываем все петли лицевыми, то есть так, чтобы у нас были наши платочные дорожки. Так мы делаем убавление до тех пор, пока у нас на спицах не останется 10 петель. Итак, вот я сделала все убавления петель до тех пор, пока на спицах у меня не останется, вот как я говорила, 10 петель. Вот этот наш участок и будет являться общей высотой нашего мыска. Ниточки от моточков здесь я обрезала, и сейчас я взяла на круговые вот спицы здесь, обратно переодела петли нашей вот этой первой боковой части. Вот сейчас таким образом выглядит мое вязание. И давайте сейчас на этом этапе измерим общую высоту детали и мыска. Значит, смотрите, высота мыска у нас сейчас получается, ну вот где-то 11-11,5 сантиметров. И общая высота вот именно этой центральной части у нас получается, ну вот, 21 сантиметр. Сейчас я беру вот эту среднюю чулочную спицу, откладываю и сюда иду в начало нашего вязания, где мы вот закончили вязать вот нашу эту боковую часть. Вязание я сейчас держу вот лицевой стороной вверх, и сейчас я должна взять вот в моем случае также нить контрастного цвета. Сейчас я буду приступать к вязанию подъема у наших следков. Опять же, нить просто прикладываю к краю. Наш этот подъем я буду вязать платочной вязкой, то есть все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду я буду провязывать лицевыми. Поэтому вот я первую петлю провязываю лицевой, это первая наша боковая часть, и все остальные петли до конца я провязываю лицевыми. Вот здесь также я вот эту нашу последнюю петлю провязываю лицевой. И теперь смотрите, вот здесь вдоль нашего этого мыска мы должны будем сейчас поднять петли. Теперь давайте разберемся, сколько нам здесь необходимо поднять петель. Количество петель, которые мы здесь должны будем поднять, будет равно количеству рядов, которые мы вот здесь провязали. То есть вот здесь этот участок я провязала, вот как я говорила, 24 ряда, разделенное на 2, это уже получается соответственно 12, плюс здесь у нас идут платочные дорожки, плюс количество платочных дорожек, 1, 2, 3, 4, то есть 12 плюс 4 и плюс 1. 1 это мы сейчас поднимем петлю вот в этом стыке. То есть вот идет наша первая кромочная петля именно нашего мыска. И здесь в этом стыке мы плюс поднимем еще одну петлю. То есть 12, 4, так как здесь провязаны 4 платочные дорожки, и 1. То есть итого вот здесь я должна буду сейчас поднять 17 петель. Соответственно, со второго нашего края я также должна буду поднять 17 петель. Поднимать эти петли можно или с помощью спицы, если неудобно, можете помогать себе крючком. То есть вот идет наша первая петля, вот она у нас идет, это где мы начали вязать мысок, и поэтому вот здесь где-нибудь вот так я подниму нашу вот именно первую петельку в стыке. То есть вот первая петля, и вот дальше пошли набирать вот вторая, в каждую кромочную по одной петли, третья, четвертая, пятая, шестая и так далее. То есть до нашей центральной спицы здесь я должна вот из кромочных петель в итоге поднять 17 петелек. Итак, вот с этого края я подняла 17 петель, и дальше идет наша чулочная спица, и на этой спице находится 10 петель, где мы закончили вязать наш мысок. Поэтому сейчас эти петли я просто провязываю лицевыми.
Это вот 10 лицевых петель. Последнюю я также провязываю лицевой. Теперь смотрите, наш подъем я буду вязать на круговых спицах. Если вам неудобно вязать на круговых спицах, можете эти петли распределить на чулочные спицы. Я сейчас вот эту спицу вытаскиваю вот таким вот образом подлиннее. И сейчас я буду вот в наш второй боковой край также поднимать 17 петель. Вот здесь я подниму 17 петель, и дальше петли второй боковой части я также провяжу лицевыми. И вот здесь как раз таки нашу последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Итак, вот я подняла и провязала все петли. Вот таким образом сейчас выглядит моя вот эта заготовка, и на спицах у меня сейчас 94 петли. Поэтому вязание я вот держу изнаночной стороной вверх. Вот идет моя рабочая ниточка, и сейчас я буду провязывать изнаночный ряд. Как я говорила, подъем я вяжу платочной вязкой, поэтому все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду я провязываю лицевыми. То есть вот я вяжу этот ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Итак, я провязала изнаночный ряд лицевыми петлями, вязание перевернула вот на лицевую сторону, и с лицевой стороны у нас уже получилась одна провязанная платочная дорожка вот нитью контрастного цвета. Таким образом мы дальше самостоятельно будем продолжать вязать вот этот наш подъем, провязывая и в лицевом, и в изнаночном ряду все петли лицевыми. И вот этот подъем я буду провязывать всего 4 платочные дорожки или 8 рядов. Если нога у вас полная и широкая, то можете этот подъем провязать сейчас 5 платочных дорожек или 10 рядов. То есть мы с вами сейчас провязали одну платочную дорожку или 2 ряда. Итак, вот я закончила вязать подъем. Как я говорила, провязала я подъем всего 4 платочных дорожки или 8 рядов. Вот таким образом это у меня все выглядит. И теперь на этом этапе мы сразу будем приступать к вывязыванию подошвы. Подошву я буду вязать из центральных 14 петель. Поэтому мы берем общее наше количество петель. То есть в моем случае у меня вот было 94 петли. От этого числа мы отнимаем 14, то есть вот то количество петель, из которого мы сейчас будем вязать нашу подошву. Оставшееся количество мы должны разделить на 2 боковых части, то есть одну и вторую. Это получается у меня будет 40 петель одна боковая часть, 14 петель подошва и 40 петель вторая боковая часть. Поэтому я сейчас беру вязание вот лицевой стороной вверх, и сейчас я провяжу лицевыми петлями вот с левой спицы на правую 40 петель, включая нашу кромочную петлю. То есть вот раз кромочная петля, мы ее просто снимаем. Дальше вот 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Так, чтобы на правой спице было всего провязано 40 петель. Итак, вот у меня на правой спице провязано всего 40 петель. И как раз таки следующих центральных 14 петель это и будут идти петли подошвы. Поэтому сейчас мы сразу начинаем вязать нашу подошву. При провязывании сейчас эти петли мы подсчитываем. Вот первая петля лицевая, вторая, третья, четвертая. Вот 12, 13, и дальше получается следующая петля, это идет 14 петля подошвы, и здесь у нас идет первая петля боковой части. С лицевой стороны эти 2 петли мы сейчас провяжем 2 вместе изнаночной петлей. И вязание сразу же мы переворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше вяжем подошву вот с изнаночной стороны. То есть вот первая петля, дальше вторая лицевая, третья, вот 13, и здесь получается, что вот это у нас идет последняя петля подошвы, и дальше идет первая петля вот этой боковой части. С изнаночной стороны эти 2 петли мы будем провязывать 2 вместе лицевой петлей. И вязание сразу же мы переворачиваем на лицевую сторону. Сейчас это расстояние будет четко видно, то есть вот вяжем петли нашей подошвы, не довязывая вот одну 14 петлю подошвы.
С лицевой стороны эти две петли, то есть 14 петля подошвы и первая петля боковой части, мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Вязание будем сразу же переворачивать на изнаночную сторону и опять вяжем петли нашей подошвы, не довязывая одну 14 петлю. Далее 14 петля подошвы и первая петля боковой части. С изнаночной стороны эти две петли мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. Таким образом мы сейчас будем дальше продолжать вязать подошву, убавляя в конце каждого ряда одну петлю боковой части. И так мы будем вязать до тех пор, пока вот здесь в конце от наших боковых частей, вот с одной и с другой стороны, не останется по 6 петель. Итак, вот я провязала подошву, убавляя в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного одну петлю от боковой части до тех пор, пока у нас не останется 6 петель вот от боковой части с одной стороны и 6 вот петель с другой стороны. Далее вот вязание я держу лицевой стороной вверх. Я провязала вот с лицевой стороны петли нашей подошвы лицевыми петлями, не довязывая 3 петель. То есть здесь у меня осталось с лицевой стороны 6 петель боковой части и 3 петли подошвы. То есть сейчас на этом этапе мы будем продолжать убавлять петли вот этих боковых частей, только сейчас дополнительно мы еще будем убавлять и петли подошвы. То есть вот мы провязали лицевыми петлями, не довязывая 3 петель подошвы. Первую и вторую петлю в конце мы провязываем 2 вместе лицевой петлей, и дальше 14 петлю подошвы и первую петлю боковой части мы провязываем в лицевом ряду 2 вместе изнаночной петлей, и вязание сразу же переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны вот первую петлю я снимаю и дальше вяжу все петли лицевыми, не довязывая опять 3 петель подошвы. То есть вот здесь у нас также, смотрите, осталось 6 петель боковой части и 3 петли подошвы с изнаночной стороны. Значит, первую и вторую петлю подошвы мы провязываем 2 вместе лицевой петлей, и последнюю петлю подошвы и боковой части с изнаночной стороны мы провязываем 2 вместе также лицевой петлей, и вязание переворачиваем на лицевую сторону. Опять первую петлю снимаем и вяжем все петли лицевыми, опять не довязывая до конца ряда 3 петель подошвы. То есть вот осталось 3 петли подошвы, и уже здесь у нас осталось 5 петель боковой части. Первую и вторую петлю мы провязываем 2 вместе лицевой петлей, это петли подошвы, и последнюю петлю подошвы и боковой части с лицевой стороны мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей, и вязание переворачиваем опять на изнаночную сторону. Таким образом мы продолжаем вязать наше полотно дальше, убавляя в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного одну петлю подошвы и одну петлю боковой части. Итак, смотрите, вязание я держу изнаночной стороной вверх, и на спицах у меня осталось 4 петли. Петли вот этой боковой части я уже убавила. Здесь у меня осталась 1 петля боковой части и 3 петли подошвы. Первую петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой, далее петлю подошвы и боковой части с изнаночной стороны мы провязываем 2 вместе лицевой петлей, и вязание переворачиваем на лицевую сторону. Первую петлю снимаю и рабочую нить вот помещаю между первой и второй петлей, вот вывожу на обратную сторону, петлю возвращаю обратно. И сейчас эти 3 петли мы провяжем с лицевой стороны 3 петли вместе, вот лицевой петлей, петельку вытаскиваю вот эту подлиннее, ниточку от моточка обрезаю с тем учетом, чтобы нам хватило этого кончика сшить вот этот небольшой участок. Далее в эту нашу петлю мы продеваем кончик, который мы обрезали от моточка, и петельку эту аккуратно затягиваем. Теперь этот кончик мы должны одеть в иголку с большим ушком.
Сшивать наш следок, вот эту нашу заднюю часть, я буду по лицевой стороне. То есть в том участке, где у нас будет сейчас идти платочная вот эта вязка, я буду вставлять иголку не в кромочную петлю, а в первую петлю от наших платочных дорожек. То есть вот наша первая петля от нашей вот первой платочной дорожки, и иголку я вставляю справа налево с одной стороны, и затем сразу же иду на обратную сторону, и здесь также иголку вставляю в первую петлю от нашей платочной дорожки справа налево. Здесь, затем вот вторая платочная дорожка, и справа налево здесь, здесь справа налево, затем вот здесь, вот справа налево. После того, как мы прошили вот этот серый участок, вот этот кончик я вывожу вот здесь на изнаночную сторону, и теперь в иголку с большим ушком мы одеваем вот нашу нитку основного цвета. И здесь также, где у нас идет участок с платочной вязкой, мы также иголку вставляем в первую петлю от нашей платочной дорожки справа налево. Платочную вязку вот здесь я нашу прошила. Теперь идет дальше наша резинка. Смотрите, если вы набирали 44 петли, как и я, то у нас получается лицевая дорожка здесь и лицевая дорожка здесь. Если вы набирали не 44, а 48 петель, у вас получится, что изнаночная дорожка здесь и изнаночная дорожка здесь. Вот здесь в этом промежутке, где мы вязали резинку, иголку я буду вставлять именно в кромочные петли, выводя ее вот также справа налево с одной петли в другую. Вот, то есть одна петля, вот я вставляю иголку и в соседнюю справа налево вывожу. Вот. С этой стороны точно так же вставили, справа налево вот вывели иголку. Вставили справа налево и вывели иголку в соседнюю петлю. При сшивании вот этой резинки обязательно контролируем, чтобы вот здесь два края у нас ровно сошлись. То есть вот после того, как мы прошили наш этот шов, обязательно перед тем, как закреплять ниточку, вот так мы хорошенечко этот шов подтянем, убедившись в том, что нигде ничего не перетянуто. Дальше мы наши следки выворачиваем на изнаночную сторону, и все наши кончики мы прячем по изнаночной стороне самостоятельно, любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как мы спрятали все наши кончики, наши следочки полностью с вами готовы. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому поддержите меня пальчиком вверх, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.